Всем привет! Сегодня немножко расскажу о высочайшего качества кожи, которая появилась у нас в Украине в постоянных поставках и которая вызвала небольшой ажиотаж на вкладке сообщества канала, то есть вызвала обсуждение. Это кожа Бутера. Первое, что смутило зрителей, это цена на эту кожу, то есть она в половину дешевле, нежели данная позиция, допустим, за границей или у других поставщиков. Вот. А кто-то еще писал, что это все равно дорого, потому что можно найти кожу намного дешевле, вот, и что-то с нее там шить. По первому пункту, значит, почему такая цена? Эта кожа поставляется в поле, то есть это полоска на шкуре, да, которая срезается вот на животе. У нее есть свои определенные недостатки, то есть это не чепрак, это не плечи, это идет пола, которую просто срезают как получилось, там волной. Эти куски, они неправильной формы, вот, да, где-то она уже, где-то шире, где-то уже. Больших каких-то изделий пошить с такой полоски не получится, вот из-за вот этой как раз неравномерности размеров. Но этот вариант идеален для изготовления кошельков, для изготовления различных обложек, ремешков, возможно даже двухслойных ремней в брюки. То есть это, на мой взгляд, просто отличное предложение для такой мелкой, бесподкладочной галантереи. По второму замечанию, что все равно эта кожа дорогая, и можно найти дешевле и работать с ней. Скажем так, люди, которые пишут подобные комментарии, они никогда не работали с подобного класса кожей, потому что она вообще не в сравнении с теми позициями, допустим, украинской кожи. То есть это совсем другая кожа, и ее сравнивать с чем-то другим просто нельзя. Нельзя написать, что она там дорогая или дешевая. Это кожа, которая на все 200% стоит своих денег. Заказал себе две полы, точнее одну целую, одну половинку в двух разных толщинах и в одном цвете, чтобы можно было их комбинировать. Так как пола подразумевают незначительное количество дефектов, которые могут присутствовать, и это для нее нормально, из-за этого тоже у полы цена ниже. Вот, осмотрел эти кусочки, и в принципе каких-то недостатков, пороков на лицевой поверхности я не заметил, кроме вот таких вот, может, каких-то там отверстий, за которые подвешивали эти шкуры. То есть ничего в принципе критичного нету. То есть любые здесь обложки, все можно вырезать, никаких царапин, ничего на лицевой поверхности нету. Кожа с идеальным покрытием. По характеристикам, в принципе, много рассказывать не буду. Для меня не важно, кто изготовил, насколько именитый этот завод, который изготовил данную кожу. Для меня важно, насколько она хороша в работе и насколько ее можно приспособить для моих конкретных изделий. В первую очередь для меня важны тактильные ощущения от кожи. Мне нравится растишка натуральная, которую я окрашиваю руками. Вот лучше ощущений от натуральной кожи просто нету. И у Бутера эти ощущения присутствуют. Даже после различных обработок окрашивания она не теряет вот эту тактильную привлекательность, что очень важно для меня, и я за это ценю данную кожу. Второе. Это сквозное окрашивание. Правда, изнанка здесь больше тонирована, то есть она не такая темная, как идет лицевая, но все же ее все равно не нужно окрашивать, и это экономит нам очень много времени при изготовлении изделий. Особенно если у вас есть какая-то линейка изделий, которые периодически заказывают заказчики. Вот, и вам нужно всегда стараться попасть в один и тот же цвет, в один и тот же оттенок, чтобы не подвести заказчика. Вот он хотел такой, а вы прислали там светлее или темнее, да?
При окрашивании ручном получается у нас очень много отходов. Бывает на коже там какие-то пятнышки потом вылазят после окрашивания. Или, допустим, не тот оттенок дали, или больше краски нанесли, или меньше. Очень много различных вариаций, и получается очень много затрат, на брак там уходит кожа. То в этом случае ничего подобного не будет. Есть постоянные поставки. Кожа всегда как бы в одном цвете, да, немножко как бы может там где-то отличаться чуть-чуть на полоттенка цвет, но это не критично, и мы всегда можем изготавливать изделия в одном цвете. Сама изнанка, она с таким очень мелким ворсом, то есть в принципе ее можно не обрабатывать, но я думаю все равно буду заглаживать как обычно. Но здесь тоже как бы нету таких прям волокон, которые торчат с обратной стороны, можно просто оставить так вот. Теперь еще один немаловажный факт, это плотность данной кожи. В толщине вот 1-1,2 мм она держит форму как ременная. То есть это вообще круто. И большинство изделий, большинство мастеров, которые создают классные изделия, они работают именно с плотной кожей, потому что с ней ну как, немножко проще работать. Ее не ведет, она не гнется там при вырезании. Все получается четко, красиво, ровно. Если сравнивать, вот есть у меня хромка, допустим. Это здесь толщина 1,5 мм, по-моему. Она идет такая вот мягкая, да? Видно. Вот она мнется. То в данном случае вот она держит форму. Нету такого. Потом был комментарий по поводу рыхлости данной кожи. Но я таких прям рыхлых каких-то участков не нашел. Возможно, где-то по краю этой полы, по самому краю будут какие-то моменты, но пока ничего не заметил. По всей длине кожи толщина примерно одинаковая, и нету никаких мягких там участков или каких-то дефектных, ничего этого я не заметил. Ну, то есть, не знаю, может мне просто классные образцы прислали, вот, но ничего подобного нету. Скажем так, подобную кожу я уже очень давно ищу. У меня когда-то был образец в толщине 2 мм, что-то подобное вот по характеристикам, и это была стоковая кожа, больше я ее не смог найти. И за это время, все, вот сколько лет я занимаюсь, я не мог найти подобного артикула. Не знаю, почему ее не завозят поставщики. Ну, идеальнейший вариант для работы именно мастеров, которые создают это изделие вручную и в большей степени бесподкладочные изделия. То есть это идеальный вариант. Почему это все как бы не завозится, я не знаю. Кто-то писал, что это вообще как бы не дефицит, и подобные кожи, ну как бы они присутствуют, то есть можно что-то найти. Ну, нигде я не находил. Вот покажите мне там, сбросьте ссылку, покажите, где можно найти такой артикул кожи со всеми этими характеристиками, которые идеально подошли для изготовления там, кошелька, допустим. Нету. Кожа может быть, допустим, с хорошим лицом, но она мягкая. Или же она плотная, но лицо у нее ужасное. Или же там бахтарма ужасная. Или толщина, допустим, очень большая. То есть нету 1-1,2 мм толщины в такой плотности. Нету просто таких кож. Есть как бы хорошие как бы характеристики, но они поодиночные. В комплексе классной кожи нету. Еще находил информацию, что у этой кожи водоотталкивающее покрытие. На самом деле это как бы и так, и не так. Вот тюбик с водой. Капаем воду. И если воздействие не долговременное, то в принципе кожа воду не впитывает. Но если мы эти все капли оставим дольше, то получается все равно вода как бы впитается. Также еще капал клей, оставлял где-то на 10-15 секунд и потом стирал, и в принципе никаких следов не оставалось. То есть можно сказать, что эта кожа еще как бы более устойчива к различным загрязнениям, к пачканию, чем, допустим, та же Pueblo, на которую вот капнул, и все, ты уже
ничего не сделаешь, пятно так и останется. Если подводить итог, хочу отметить, что эта кожа поставляется в толщинах 1-1,2 мм и 1,6-1,8 мм. При данных толщинах у кожи очень хорошая плотность, она хорошо держит форму. Есть 8 расцветок, это постоянные позиции. Кожа отличнейшая в работе. Ссылку на поставщика оставлю под видео. И если информация была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.